Любители биатлона, с вами Ваня Биатлон 1. Пока на канале Спорт 365. Смотрим женский сингл микс. Новое место. Женский вообще сингл микс. Новое место. Так, пошла ли трансляция? Вроде как прошла. Посмотрим. Напоминаю, трансляцию именно гонки можно смотреть на официальном сайте IBU. Да, пошла трансляция. Пошла трансляция, окей. В закрепленном комментарии будет ссылка на трансляцию. Сами же мы будем следить за CV-датой. Так. Минутку, сейчас скину ссылку в канал. Хотел взять ставку, но ничего такого интересного не было. К сожалению. Так, у нас Швеция, Норвегия, Франция, Германия, Австрия, Швейцария, Польша, Финляндия, Словения, Эстония, Италия, Украина 12, Латвия 14, Казахстан 15, Литва 19, Молдова 20. Не самые сильные составы у команд. За Швецию Линд и Скотвист. Линд прибыла в новое место после IBU. А Скотвист не самые лучшие результаты. У Скотвиста также был на IBU. Подтянули его к основе в Анси. Был в спринте 29-й, в пассивте 45-й. Арнклифф Невдал за Норвегию. Ришар Эммануэль Клод. Вот это вот довольно сильный состав сравнительно с сборной Франции. Листерзахаузер Эдер за сборную Австрии. Бассерга Сталдер также могут побороться за медали. Как и финны, Минкинен Сепала, наверное, самый сильный состав. И я думаю, что они будут в тройке точно. Как, кстати, и многие букмекеры. Поэтому ставка совсем слабенькая, скажем так. Маленький коэффициент, поэтому я не брал. Стартовали команды. Посмотрим. Есть еще команда Латвии, которая, я думаю, может побороться даже за тройку при хорошем раскладе. При хорошем раскладе здесь латыши могут побороться. Байба Бендика и Биркенталс. Реннерс. Пока Швейцария захватывает лидерство на ответке 600 метров. Швейцария, Франция, Норвегия, Германия, Австрия, Швеция, Финляндия. Польша 8-я, 9-я Украина. За Украину бежит Виталий Мандзин. На первом этапе Городна. Алена вчера очень слабо пробежала. Хуже всех биатлонисток из сборной Украины. Плохо стреляла. 6 штрафов по 45 секунд и только 72 место итоговое. Поэтому, да, Мандзин тут попытается вытянуть, но не думаю. В лучшем случае, наверное, забегут десятку. Может быть, поборется за шестерку. Может быть. Посмотрим. Так, наверное, трансляцию, да, не поменял я немножко данные. Сейчас быстро изменю. 24-го 15. Так, все, есть. Поменял теперь. Так, 6 счет на трансляции, 2 лайка. Ну, хоть что-то, хоть как-то лайкать. Попытаемся разогнать этот канал, но пока сложно, не получается. Посмотрим, если будут банить другие трансляции, то, возможно, мы все-таки вырвемся. Вырвемся, у нас чат оживет. Следующая отметка 1,2. Продолжают лидировать швейцарцы. Норвегия 2-я. Украина держится 9-й за поляками. Кстати, за сборную Польши бежит Жакела Скаруса. Скаруса также потянули с IBU. Очень много молодых на предолимпийском этапе. Очень много молодых. Да, Украина обошла город на Польку. Идет 7-й. Впереди немка молодая. Латвия. Байба Бендика идет 14-й. Странно, я думал, что все-таки Бендика
Бендика должна здесь выходить вперед. Одна из самых сильных биатлонисток по скорости здесь. К сожалению, у Городной будет штраф. Закрыла доп. Патроном, убегает Городна. Элистер Захаус застрелилась 2 штрафных круга. Швейцария чисто, Франция чисто, Германия чисто. Шведка медленно стреляет. Итальянка Аухенталер застрелилась. 3 доп. Патрона как минимум понадобится, как и Байби Бендики. Австралийка также из 3 пытается выйти. Молдова уже 3 незакрытые мишени. Будет штрафной круг у сборной Латвии, насколько я понимаю. На выходе с первого огневого рубежа Норвегия, Швейцария, Германия, Польша, Украина. 36 секунд Городна уступает. Очень хорошо. Так, Гренландия +2. На штрафной круг Бендика ушла сборная Латвии и австралийка. И молдаванка, кстати, уйдет. И молдаванка. Казахстан с 2 доп. Патронами отработал. Франция идет 7-я, Финляндия, Минкинен 6-я. Я думаю, что Минкинен сейчас обойдет и Городную, и Польку. Жакелло. Впереди немка, молодая немка Фичтнер. Наверное, так все-таки. У нас 12 человек уже, окей. 12 человек, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Напомню, трансляцию можно смотреть на официальном сайте IBU. Ссылка в закрепленном комментарии. Быстрая довольно гонка. Сейчас будет передача, посмотрим. Пока все хорошо, пока неплохо. Возможно, Городна готовилась вчера, имела в голове, что будет гонка, и поэтому не бежала со всех ног. С другой стороны, плохо стреляла. Норвежка выходит в лидеры на отметке 2:1. Дальше Польша, Финляндия, Швейцария, Германия, Франция, Украина. Украинка идет 7-й, позади чешка. Чешка явно обгонит украинку и американка. За сборную Соединенных Штатов. Рид бежит. Ну, тоже Рид подтянули так же, как и многих на этом этапе из IBU к основе. Была в короткой индивидуалке 60-й с 5 штрафами по 45 секунд. Надо Twitch, кстати, запустить, пускай будет и Twitch работает. Пока 10 человек на трансляции, 2 лайка. Маловато. Отметка 2:7. Украинка держится Украинка. 2 секунды отыграла Алена. Молодец. Держится пока первый этап. Очень хороший. Пока первый этап исполнения сборной Украины очень хороший и оптимистичный. Оптимистичный первый этап. Сейчас Виталий Мандзин. Хорош был. Что тут скажешь? Был 15-м в индивидуалке укороченной. 3 штрафа было. В принципе, боролся до конца. Была неплохая скорость у Виталика. Поэтому надежда появляется на хороший результат у болельщиков сборной Украины. Ну и Польша хорошо идет. Ставка на Латвию моя пока не заходит от слова совсем. Потому что штрафной круг Байби Бендика накрутила, но и ход не самый сильный. Обошла украинка Польку и 5-й передалась Виталий Мандзин. Напомню, за сборную Украины Финляндия передалась 1-й ожидаемо плюс-минус. За сборную Финляндии Сепала уходит, за Норвегию уже сразу стреляет. За сборную Норвегии Нивлад, за сборную Швейцарии Сталдер. Норвежец мажет, Сталдер мажет, Украине смажет. Все мажут почему-то. Первым же выстрелом француз Эммануэль Клод. Там за сборную Франции быстро отстрелялся и первым ушел. Виталий Мандзина минимум 1 доп. Патрон. Закрывает быстро. Уходит Виталик. Уходит и Фин. И Симонедер отстрелялся, как всегда, из пулемета. Ветеран сборной Австрии также ушел. Финляндия, Франция, Украина. Подержаться бы, переложиться, попытаться бы переложиться Виталику
к быстроногому французу Эммануэль Клод. Напомню, вчера был шестым с 2 штрафами. Младший из братьев Клодов. Поэтому там 3 секундочки до него. Хотелось бы, чтобы Виталик туда переложился. Австрия, Норвегия, Германия, Швейцария, Эстония. Так, кто тут застрелился? Никто пока. Латвия ушла. Биркенталс быстро отработал, насколько я понимаю. Гренландия идет 13-й. 0+0 отработал молодой человек. Да, это семья, насколько я понимаю. Слетемарк. Астри. На первом этапе. И Сондре. Слетемарк. На втором. Либо это брат и сестра. Не знаю, нужно будет почитать. К своему стыду не знаю. А нет, Латвия только пришла и 20-я отметилась. Отметка 3,6. Француз возглавляет пелотон, фин за ним. Виталик переложился. Почти 2 секунды отыграл Виталик и может Сепулу обойти. Почему бы и нет? Надо подержаться за французом. И там небольшой отрыв, 13 секунд до 4-й позиции. Преследователи Германия, Швейцария, Австрия, Норвегия. Позади в 20 секундах Чех, эстонец и поляк в 27 секундах. Уже разрывы довольно большие. До 11 места более 30 секунд. Швед 3,2 секунды проиграл, как и американец 4 секунды. Отмечаются на отметке 4,2 биатлониста. Франция, Финляндия, Украина всего в секунде 9 десятых. Виталику Мандзину остается до Эммануэля Клода. Поэтому посмотрим. Еще сократил 4 секунды, отыграл Виталий Мандзин. Может, наверное, обходить и финна. Хорошо катит лыжи у Виталика. Пока складывается все неплохо. Все неплохо складывается. Швед ожидаемо далековато. Ну, не 11-я позиция, но далеко. Швед ногами уступает за секунду. 5 секунд эстонец проиграл. Чех отрабатывает ногами неплохо 2 секунды, как и норвежец отыграли лидером. Литовец 51 за сборную Литвы. Посмотрим, кто бежит. Трубайт и Фомин не самые быстрые биатлонисты. Да, передача. Франция, Финляндия, Украина. Так и передались. 0,4 секунды 0,9. Немцы на отставании 12,7. Швейцария 13,2. Симон Эдер 13,8. Сейчас девушки стреляют. Смотрим. Финка начинает первой, мажет. Городно чисто. 2 из 2. Городно 3 из 3. Отлично, Городно первая. Вместе с француженкой закрывают все мишени. Финка до патроном закрыла. Листер Захаузер снова 2 мимо. Минимум 2 патрона убегают лидеры. И немка здесь быстро отработала. Украина уходит первой. Франция в 0,4 секундах. Финляндия в 3 секундах. Но Минкин здесь должна выходить вперед. 3 секунды должна отыгрывать. Сейчас посмотрим разрывы. Наверное, все-таки подувеличатся разрывы. Нет, те же 12 секунд у сборной Германии. Швейцария немножко подотстала. 17 секунд. 22 секунды у сборной Норвегии. 23 у сборной Австрии. Чехия уходит на штрафной круг. Смотрим за Латвией. Байба Бендика. Ну что, очень хорошо. Пока сейчас посмотрим, как будет бежать украинка. Но самое главное, чтобы не отстала из тройки. И много не привезла. Как видели мы, у Виталика Мандзина хорошая скорость. Не уступал Клоду, поэтому может побороться. И ждем медали. Уже я могу сказать, что ждем медали. Главное, чтобы сейчас на последнем этом кругу не стала Алена ногами. Чего я больше всего боюсь. 28 человек на трансляции. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Напоминаю, трансляцию можно смотреть на официальном сайте IBU. Ссылка на трансляцию в закрепленном комментарии. 28 у нас человек, все равно лайков нет. Поставьте хотя бы тогда дизлайк, ё-моё. Чё ж вы такие
Тупые на лайки, дизлайки. Хоть что-то поставьте. Так, отметка 5,1, да, француженка первая, украинка вторая, финка третья. Но немка догоняет, немка 3,5 секунды отыграла. Немка перелаживается, скорее всего, в первую тройку. Держится вместе биатлонистки. Франция, Украина, Финляндия. Минкинин отыграла, но немка очень много отыгрывает, по 2 секунды на каждых 600 метров. И, скорее всего, будет передача. Скорее всего, будет передача одновременная 4 команд. Швейцарка не выдерживает этой скорости. Там норвежка обошла 18,6. Отставание Швейцарии и Норвегии. Листер Захаузер позади 22 секунды отставания. Польша 8 шла в 30 секундах 29,5. 29,5 сборная Польши. В целом очень хорошо. Великолепный результат сборной Украины. И боремся до последнего. Вплоть до золота можно бороться. Верю Виталия Командина. Надо здесь перекурить это дело. Неожиданно. Гордно, прежде всего. Очень хороший результат показывает и на лыжне. Ну и стреляла, в принципе, неплохо Алена. Передача. Франция, Украина, Финляндия. Держим пальчики сейчас. Виталий Мандзин. Немцы в 5 секундах. Немцы в 5 секундах. Пришли практически вровень на огневой рубеж. К сожалению, Мандзин с промаха начинает. 2 промаха у Виталика. И у француза 2, только Финн отработал чисто с 1 доп-патроном. У Виталика 1 незакрытая мишень, 2 доп-патрона. Убегает вторым Виталий Мандзин. Здесь, в принципе, 4 команды вместе убегают. Финляндия, Франция, Украина, Германия. В 7-8 секундах от Финна украинец. Француз в 10 секундах. Мне кажется, сейчас будет сокращать отставание от Сепполы. Сеппола не самый быстрый биатлонист. Сеппола не самый быстрый биатлонист. Эммануэль Клод хорош, конечно, ногами, но видим, что Виталий Мандзин боролся на первом круге. Посмотрим. Так это Мандзин и был, ё-моё, что-то я дурю. Там Мандзин и был. Сейчас только будет вторая передача. Ё-моё, что это я напудил, да? Думаю, что-то быстро гонка прошла. Это только вторая передача. Да, отметка 6,6. Только вторая передача. Ну ладно, посмотрим. Финн, кстати, убежал. 7,5 отставание Виталия Мандзина. 13 секунд француз. Француз проиграл 3 секунды здесь. Да, спасибо, да, я не сориентировался совсем. 35 человек на трансляции, 2 лайка. Это совсем какая-то беда. Ставьте дизлайки хотя бы. Ставьте хотя бы дизлайки. 3 лайка, ну слава богу. Почти вышли. На 35 человек должно быть 4 лайка. Пока их 3. На отметке 6,6 Франция 13,7 секунд уступает, Германия 14. Ну посмотрим, отметка 7,2. Минкинен должна, наверное, все-таки убегать. Посмотрим на Алену. 8,4 немного теряет, 0,9 секунд Алена Гордна. Немного уступает. Кстати, француженка уступает здесь секунду. Немка 0,3. Швейцарка сокращает отставание практически на 2 секунды. Норвежка плюс-минус в одни ноги с финкой. Позади отставание уже большое. Сборная Чехии 45 секунд.
Последний пока идет Болгария. Там молодые болгары. Пока все ожидаемо. Франция и Финляндия идут впереди. Ну и к радости болельщикам сборной Украины, Украина держится второй. В принципе, я также болею здесь за сборную Украины. Казахстан во втором десятке. В конце не было штрафных кругов, но медленный ход. Медленный ход у сборной Казахстана. Пятый огневой рубеж. Заходит финка. Отставание, такое ощущение, что города немножко увеличилось. Да, 3 секунды проиграла здесь. Отметки 7,2 до входа на огневой рубеж. Француженка и немка подсократили. Как и швейцарка, городно подстала ногами, к сожалению. Норвегия также здесь почти 2 секунды сбросила. Но боремся, боремся. Тем более финка начинает с промаха. Один до патрон, финка быстро отстрелялась. 40 человек на трансляции. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет до патрона городной. Финка закрывает одним допом. Алене надо также быстро отработать. Француженка и немка пока стреляют чисто. Алена это делает, уходит второй. Француженка, немка также чисто отрабатывают. У швейцарки будет до патрон. Норвежка 5 из 5. И будет финка лидировать. А дальше 5 биатлонисток. Украина 8,5 подсократила отставание сборной Украины. За ней Франция и Германия. Посмотрим на ход городной. Быстрее почти всех здесь отстрелялось. Городно, быстрее финки. Француженка, немка, да, подсократили отставание. В 15 секундах 5 команд. Позади на 6-й позиции сборной Швейцарии 27 секунд отставания. Эстония, Эрмитс. Я думал, что Эстония будет бороться за шестерку, пока во втором десятке. На 11-й позиции идет сборная Эстонии. А вот за Эстонию, кстати, довольно сильный состав. Кехва и Эрмитс. Эрмитс за девушек, Кехва за парней бежит. Кехва за парней. Смотрим следующую отметку. Наверное, француженка и немка все-таки будут обходить. Городной надо просто подержаться. Но пока 2 секунды впереди, думаю, француженка сейчас будет доставать, ей полегче. К финке вряд ли сможет украинка переложиться, посмотрим. Эстония входит все-таки десятка, минут 18 Эрмитс отставание от Минкинен, которая сейчас лидирует. Отмечается Минкинен на отметке 8,1, 21,42. 21,42 отставание. Да, у Байбы Бендики не ладит со стрельбой сегодня. 2 штрафных круга уже намотала сборная Латвии. Во втором десятке за Казахстаном держится. Да, все обогнали. Все впереди идущие обогнали Городну. Думаю, надеюсь, что будет стрелять хотя бы хорошо. 8 секунд здесь проиграла Городна ходом. После выхода с 5-го огневого рубежа до отметки 8,1. Француженка, в принципе, здесь все подотстают. Немка проиграла 3 секунды. Норвежка отыграла секунду. Француженка проиграла 3. Подустала, конечно, больше всех украинка. Но смотрим. Отметка 8,7. И дальше уже заключительный для биатлонисток 6-й огневой рубеж. Надо подержаться. Надо небольшие отставания, сильно большие, не схватить. Норвежка выходит в... Да, поддержала здесь отметки 8,1 до 8,7. Ничего не проиграла. В одни ноги с финкой прошла это отставание Алена. Все очень хорошо. Не то, что неплохо, а очень хорошо. Не сглазить бы. 42 человека на трансляции, 5 лайков. Спасибо, что лайкаете. Напоминаю, трансляцию можно смотреть на официальном сайте IBU. Ссылка на трансляцию в закрепленном комментарии. Швейцарка 2 секунды отыграла, но это ее не спасает. Там 27 секунд. Я думаю, швейцарка уже за 1, 2, 3 место не будет бороться. Австрия с Лизой Тереза Хаузер. В одни ноги также Хаузер бежит с финкой, но стреляет. Хаузер сегодня похуже. Напоминаю, за сборную Австрии на мужском этапе Симон Эдер. Неунывающий Симон Эдер, самый возрастной биатлонист, представленный среди самых сильных биатлонистов мира.
Заходит на 6-й огневой рубеж финка. Ждем Францию, Германию и Норвегию, и Украину. Отставание как будто бы чуть подросло. Да, секунда подросла. 16. Нет, даже городность чуть подскинула. 8 десятых. Сейчас надо хорошо стрелять. Финка уже на огневом рубеже. В 16 секундах преследовательницы. У финки будет до патрон. Один до патрон понадобится финке, но и пришли преследовательницы. Смотрим. Француженка начинает с немкой первыми. Украины будет до патрон. 2 до патрона у городных, к сожалению. Француженка идеально отработала, как и немка. И убегают преследовательницы. Городно 2 до патрона. Надо отработать. Последний до патрон на заключительную мишень. Закрыла, слава богу, уходит 5-й, но отставание довольно большое. В районе 25 секунд должно быть. Ну и посмотрим на передачу. Здесь передача уже будет. 27 секунд отставания. Нет, еще боремся. Боремся. Там норвежец молодой, там немец молодой. Там еще можно побороться. Швейцарец отрабатывает с 3 до патронами. Швейцарка уходит 6-й, но отставание будет большое. Сборная Швейцарии, да, 44 секунды отставания. Хотя Швейцарию прочили в тройку. Ну что, Виталий Мандин, заключительные 2 огневых рубежа, Алешка и Стойка. 50 человек на трансляции, ставим лайки, подписываемся на канал. Ставим лайки, подписываемся на канал. 6 лайков и 50 человек на трансляции, уже очень хорошо. Пишите, откуда смотрите, чат абсолютно бесплатный. Откуда смотрите, за кого болеете, если болеете. Финляндия на отметке 9,6, Франция, Норвегия, Германия. В принципе, все проиграли, сепали ногами здесь почему-то. Очень странно. 27 секунд, Виталий отыграл 9 десятых. Маловато. Ну, может быть, побыстрее стрелять. Посмотрим. За сборную Германии там Фант или Фунт. Также молодой Леонард. Нет, Леонард. Наверное, Леонард. Пант. Тоже подтянули его с кубка IBU. На этот этап был 13-м вчера в индивидуальной короткой гонке. 2 штрафа по 45 секунд было. Ну, ждем отметка 10,2. Здесь биатлонисты уже отметили. Ждем украинца. Было 27 секунд отставания. Еще 4 секунды скинул по отношению к Сеполе Виталик. Ну, многовато 26. Надо хорошо, идеально стрелять. Надо первую лёжку идеально стрелять все-таки. Чуть-чуть отставание великовато, но я думаю, что подсократит. Подсократит Виталик. Потихонечку он это и делает. Надо переложиться к догоняющим. Молдова, болеем уже за Толмачева, Шамаева, Макарова, Иванова застрелились. Привет Молдове из Беларуси. Да, пока у вас не очень хорошо все. Не очень хорошие этапы. Прежде всего ногами не очень хорошо отрабатывают. Там за сборную Молдовы практически все уроженцы России, кстати, бегают. Уроженцы России. Да, Макарова. Макарова тоже, да, из ABU подтянули. Магазеев, по-моему, позапрошлом сезоне неплохой результаты показывал, а потом француз застрелился, финн отработал чисто, Виталик только пришел, норвежец, немец ушли, Виталика будет доп. Патрон. Ну, 2 доп. Патрона, к сожалению, Виталия Манзина. Француз отработал с 3 допами, убежал. Будет тяжело переложиться в первую тройку.
5-му идет Украина, но отставание побольше стало. Было 27 секунд отставания, сейчас гораздо больше. Сейчас по 35, наверное. Да, ровно 35, к сожалению. Вряд ли за что-то можно будет побороться. Ну, за цветы понятно, неплохая гонка, но можно было побороться за медали. Посмотрим, как там будет работать норвежец, финн и немец на стойке. Но вроде как подутих ветер, практически нету никаких проблем. Более того, у финна преимущество, как мы знаем, новое место, первая позиция при стрельбе, там ветра практически нету. Поэтому, скорее всего, финн будет идеально работать. Скорее всего, финн все-таки будет работать идеально. Смотрим следующую отметку, пока там никто не отметился. Позади Виталика Швейцарий в 40 секундах. Симон Эддар быстро отстрелялся Лёшку в 48-13 секундах от Виталия Мандзина. Отметка 11-1 пройдена финном, немцем и норвежцем. Немец с норвежцем подсократили отставание. Финн немножко медленнее начал идти. 4 секунды Клод отыграл здесь. И смотрим, сколько секунд Мандзин отыграет. 1,5 секунды отыгрывает Мандзин. Отставание 33,5. Отставание 33,5. 6 лайков целых у нас. Может, догоним до конца трансляции до 10. Было бы круто. Спасибо, что лайкаете. Спасибо, что смотрите. Австрия пока 7-я, Чехия 8-я, Польша 9-я, Эстония 10-я. Молдову сняли как круговых, как Болгарию, как и Австралию. Австралия застрелилась. 3 до штрафных круга было у сборной Австралии. Казахстан пока держится, как и Канада, но скоро их могут как круговых все же снять. Француз здесь отыграл еще 2 секунды. Немец с норвежцем, догоняющий финна, 4 секунды отыграли. Посмотрим, сколько отыграл Виталик. Думаю, секунды 1,5 еще должен отыграть. Надеюсь, не стал ногами Виталик. Ну, многовато что-то. Ну да, секунду отыграл, 9 десятых. 32 секунды отставания. И сборной Украины нужно надеяться только на неудачную стрельбу первой четверки. Даже, наверное, первой тройки. 4-е место все-таки не самое утешительное. Все-таки 4-е место не самое утешительное, поэтому... Ладно, не желаем никому ничего плохого, потому что неправильно. Смотрим, заходит финн на заключительный огневой рубеж. Немец в 4 секундах, норвежец подотстал в 7 секундах. Норвежец наелся. Ну и посмотрим. Посмотрим, как будет стрелять немец и норвежец. Ньюланд, напоминаю, за сборную Норвегии, также бегал на Кубке IBU и подтянули его только на этот этап новое место. Предолимпийский этап, много очень молодежи бежит. Если сама Украина не застрелится, ну посмотрим. У финна будет до патрон. Финна до патрон. Закрывает финна, у немца до патрона, у норвежца 2, француз быстро отрабатывает, немец уходит, Виталик пришел, француз 3 из 3, пока норвежец дотрелился до патрона у француза Виталик. Виталик долго готовится к первому выстрелу, долго, норвежец все-таки отработал, Виталика будет до патрона. К сожалению, француз также ушел без медалей. Без медалей за 3-е место можно было побороться, 2 до патрона у Виталика. Швейцарец отрабатывает с 1 допом, и здесь борьба только за цветы, к сожалению. К сожалению, борьба только за цветы. Швейцарец быстрее отработал, ушел уже. Виталик долго выцеливает, последний закрывает. Ну, либо 5-я, либо 6-я позиция для сборной Украины. В целом неплохо. Я говорил, что Украина, если будет бороться за цветы перед гонкой, то это хорошо. Но аппетит приходит во время еды, и можно было здесь побороться. Хотя на вторых этапах, как и Алена Городна, так и Виталий Мандзин, к сожалению, провели вторые свои этапы не очень хорошо. После первых этапов, напомню, шли тройки, лидировали, но потом Городна немножко на своем этапе подсдала на последнем круге. Ну и, как видим, Виталик тоже не очень хорошо стрелял. 0+2 на одном и втором заключительных этапах. В любом случае, швейцарца можно, кстати, достать, наверное. Попытаться побороться за 5-е место. 6-ю позицию
Сборная Украины уже, конечно же, не уступит. Там Австрия, Симон Эдер, минута 0,6, отставание 20 секунд. Виталик столько не отдаст Эдеру, да и Эдер не в своих оптимальных кондициях. Борьба за первое место, и немец обошел Сепалу, и сборная Германии, скорее всего, будет первой. Финн попытается подержаться, и там борьба за третье-четвертое место между норвежцем молодым и французом. Думаю, Клод съест норвежца по-любому. Да, Виталик достает Сталдера. Я думаю, сейчас обойдет. Отметка 13,2. Немец уходит. Молодой немец уходит от Финна. И сборную Германии можно уже, наверное, поздравлять с золотом. Финляндия только вторая. Норвежец уперся, держится. 20 секунд отставания. Швейцарец. И ждем швейцарца с украинцем. Там борьба за второе-третье место. За первое-второе, третье-четвертое, пятое-шестое. Такие пары образовались. Ну что, будет у нас 10 лайков? Нет. Вот и подготовка к Олимпиаде. Ну, а что делать? А как быть? Не знаю, не самый лучший сезон у сборной Украины. Как у женской, так и у мужской. У женской, наверное, переход все-таки такой, много молодежи. Джима, хотя снова подняли Джиму, не понимаю, зачем Джиму взяли. Лучше бы молодежь накатывали. Понятно, такая Олимпиада без... Ну, может, в миксте попробовать. В миксте может быть в обычном. За что-то зацепиться на Олимпиаде. Да, к сожалению, не сумел Виталик швейцарца обойти. Немец привез по итогу Финну 6 секунд. Первым на финише. Финн второй, француз третий. Обошел молодого норвежца. Швейцарец додержался пятый. Украина шестая в цветах. В целом, я считаю, что это удачное выступление. Несмотря на то, что да, здесь очень много молодежи. Не самые сильные составы. Чехия пришла седьмой. Австрия только восьмая. Симон Эдер и Листер Захаузер. Да, сборная Австрии пока тоже вот одна из таких команд, которая подошла к Олимпиаде не в оптимальной форме. Австрия по итогу финишировала 8-й, минута 17 отставания. На 9-й позиции идет Польша, Эстония. Эстония ждал также более высокого места от Эрмиц, в первую очередь. Канаду, кстати, как круговых сняли. Латвия все-таки добежит, но только 20-я позиция. Латвия тоже ждал в десятке, потому что ну, неплохой состав. Байба Бендика показывала неплохой ход. Стреляла неплохо. Но что-то не... И Беркенталс тоже выступал нормально, по факту. Нормально. Вчера был 9-м Беркенталс. По Сьюты постоянно ездил. То есть в 30-ку, в 40-ку входил в этом сезоне. Но что-то не пошло в сборной Латвии. Что-то не пошло. Мандин проигрывает юниорам из других стран. Ну, да. Ну, так можно сказать, что юниорам сборной Норвегии проигрывают почти все. Потому что все, кто за сборную Норвегии подтягивается из Кубка IBU, практически забегают в десятку. Поэтому там сборная Норвегии может 3 состава выставить. Не знаю, у меня есть надежда на Мандина. Прежде всего, стрельба, конечно, у него просела. В индивидуалке я думал, что он за что-то поборется. Но в этом сезоне Виталия, к сожалению, просела стрельба. Что вот даже интересно мне по стрельбе, по статистике. Да, минус 2%. 84%. В прошлом году было 85%. И ход просел немножко. Ну да, по отношению к прошлому сезону похуже выступает. И по позициям мы это видим. Не сделал. 10 лайков имеется в виду. Ну, жаль. Ничего страшного, сделаем в следующий раз. У нас только 9 лайков.
Ничего страшного. Подписывайтесь на канал. Напоминаю, сегодня у нас будет обычный микс 17-10. 17-10 обычный сингл микс. Там будут уже довольно сильные биатлонисты за Францию. Мишель Обри, Забуше, Ломбардо, Филон Майе. Италия боевым составом, наверное, накатка на Олимпиаду, домашний Вирер, Витосе, Хофер, Гакамель, я думаю, растерзают всех, посмотрим. Норвежцы Скар, молодого Скара поставили, Тандервол, Боттон, Фрей. Кто тут еще за сборную Украины? Мне интересно, кто побежит. Меркушина, Джима, Дудченко, Лисюк. В лучшем случае, если в десятку забегут, то будет хорошо. Не думаю, что этот состав будет бороться. Да, десятка. Спасибо большое, что 10 лайков мы пробили. Ломачева и Шумаев добрались до финиша. Улучшили свои стартовые номера, с чем я поздравляю. Ну да. Да. Да, Казахстан, Латвия. Казахстан 18, Латвия на финише 19, 20 сборная Соединенных Штатов, Канада, Австралия, Болгария, Молдова сняли как круговых. Всем пока, подписывайтесь на канал, буквально через часик с небольшим посмотрим микс, там будет, я думаю, что немножко поинтереснее, побольше скорости будут.